какую-нибудь надпись. Для жесткости этих элементов мы их сначала приклеим на крафт. Для этого можем использовать обрезочки, которые у нас оставались от предыдущих манипуляций. Посмотрим, что тут лучше подходит, куда влезает листок. Схватывается, ягодки вырежем. Не хочется здесь оставлять белую бумагу, именно прям белую. Либо же тогда, если она остается, желательно бетонировать, как я вам уже рассказывала, подушечками. Но так как у нас курс для новичков, мы предполагаем, что у нас ничего нет. Вот у нас есть только бумага. Мы купили набор и купили крафт-бумагу набор. И из нее делаем все, что получается. Поэтому не используем дополнительных материалов. Будем в дальнейшем постепенно их постигать. Итак, для того, чтобы приклеить листочек, для того, чтобы здесь у нас карман не заклеился, мы будем наносить клей только на нижний кусочек, а верхний будет оставаться свободным. Вот так. Здесь то же самое. Примеряем, сколько будет у нас выступать, и на нижнюю часть наносим. Лучше чуть больше места оставить неприклеенным, чтобы потом клей не вышел за пределы. Сейчас он схватится хорошенечко. Ягодки, наверное, можно даже не приклеивать на крафт-бумагу. Давайте приклеим надпись. Даже, может быть, такие ягодки здесь тоже красивые. Вот слегка под надпись. Так, расположим ягодки немножечко как бы в форме треугольника.
Не нужно все выстраивать в одну линию. Для того, чтобы композиция была красивая, немножечко размещаем в разных углах. То есть, вот, например, на одной линии не очень. Нам нужно ягодку будет задвинуть, чтобы она была или же вот так. Вот. Теперь у нас получилась композиция. Мы использовали какой-то цвет из фотографии. Ну, здесь листьев много, цветов из фотографии, что у нас в целом поддержит общую композицию. В принципе, мы все сделали очень даже экономно и достаточно быстро. Здесь мы тоже, может быть, обклеим потом скраб-бумагой, либо же вторую часть для фотографии. Но пока оставим для того, чтобы посмотреть, сколько у нас еще бумаги, чтобы хватило на весь альбом. Так, здесь нам тоже хочется что-то сделать. Давайте возьмем листок, тоже какую-нибудь надпись. Здесь можно еще добавить, не знаю, каких-нибудь вот эту штучку. Пару зелененьких листочков. Вот как у нас получилось, даже хочется как-то сдвинуть. Все отлично. Первый оформлен. Дальше приступаем к оформлению здесь. Так, продолжаем с этим разворотом. Здесь у нас кармашек. Нужно сделать чуть меньше, потому что он всего из 15 сантиметров состоит, но влезет сюда бумага только 14,5. Поэтому я отрезала здесь бумагу 14,5 сантиметров. Ну и здесь опять-таки примерно 11 нужно. Это уже тот же самый прием. Здесь я хочу использовать вот эту фотографию. Здесь немножечко есть светленького, поэтому я решила здесь использовать светленький. Здесь я решила использовать такой вкладыш белочку. А низ я буду использовать бумагу дерева. Как бы сочетание дерева с белочкой. Ну и в целом цвет сюда подходит. Так,
Тоже можно его. Посмотрю, может быть, здесь темненько подойдет. Давайте лучше светло сделаем. Так, нам нужно вот сюда приклеить и вот здесь краешек затонировать. Здесь нам нужно 15 сантиметров полоску. Поэтому давайте отрежем сначала 15. Делаю, прикладываю бумагой и приглаживаю, для того, чтобы на глянцевой фотографии не оставались отпечатки пальцев. Тоже можете, в принципе, применять этот метод. Итак, здесь у нас мы решили сделать дерево. Да, ведь эту бумагу мы еще не использовали. Сначала возьмем, как всегда, 15 сантиметров, чтобы потом этот кусочек нам пригождался. 15. Вот так у нас получилось. Дальше делаем вставочки для фотографий. Здесь я хочу сделать с белочкой. Опять будет книжечка, сверху будет белка, внутри 2 фотографии. Мы ее сделаем по аналогии вот с этой вот книжечкой. То есть у нас 12 сантиметров высота. И здесь чуть больше 16, ну по 8 сантиметров. То есть мы берем, отрезаем 12.
Дальше проводим линию 8. Еще близко к этой восьмерочке на 1 миллиметр проводим вторую линию. Складываем. Получаем пухленькую книжечку. И лишнее отрезаем. Здесь, чтобы добавить какой-то интерес, я хотела разместить тут желудь, как бы белочка смотрит на него. И такая очень-очень хочет съесть, но не достает. Листочек подобрала под цвет фона. Здесь я хочу разместить фотографию, но у меня сейчас такой нет. Я бы хотела здесь сделать горизонтальную фотографию размером 10 на 7, здесь 10 на 7,5. Ну, вот такого формата, чтобы она немножечко уступала. Поэтому мы ее возьмем, как всегда, нашу белую бумагу. Можно так отрезать или тоже декоративную какую-то иную бумагу сюда приклеить, чтобы было немножечко поинтересней. Что у нас тут есть?
С этой стороны хочу сделать деревяшку. Семь с половиной на 11. Для того, чтобы вот это вот здесь держалось, хочу применить такой крепежный элемент. Такой листок. Так, насколько он может у нас выступать, померим. Максимум на, ну пусть 3 сантиметра. 3 сантиметра. Мы берем вот этот листок и опять делаем к нему крепкую основу из крафта. Приклеить нам нужно вот за это, тут ориентируемся, что 3 сантиметра выступающего, это примерно такой вот листок. То есть вот это вот мы промазываем. Пока подсохнет. Так, что мы сделаем сюда? Сюда мы сделаем тоже вставку из крафтовой бумаги. Все, у нас это уже не годится. Равно. Давайте варить.
Вот здесь есть такая у нас длинная надпись. Сейчас я ее нарежу и маленькие кусочки приклею. С первым осенним холодком жизнь начинается сначала. Вот наш этот декоративный элемент, который мы сделали. Смотрите, он так вот встает сюда. С этой стороны у нас получается фотография, а с этой стороны красивый элемент можно вытянуть. Здесь какую-нибудь еще сделаем надпись. Вспоминание. Как и дизайнерский элемент, и держатель. Так, сюда я подобрала тоже немножечко декора, вот такие листики. Мы не будем обклеивать на крафт бумагу, потому что он у нас не будет выступать. Мы приклеим просто на эту поверхность, поэтому не будем применять дополнительный крафт. Здесь белочки. Я применила здесь вот такие грибочки, чтобы под цвет белочки. Листочки опять-таки под цвет вот этого. Ну вот, такой у нас получился первый разворотик. Здесь у нас карточка, можно 2 фотографии разместить, здесь 2. В принципе, можно и сюда, ну, допустим, здесь 4 фотографии, 5 фотографий, 6-7 фотографий, 8, 9, 10, 11. То есть вот за первый разворот у нас 11 фотографий вмещается. Все, первый разворот закончен, приступаем ко второму.